После гибели жены миллионер Дэниел Скотт остался один с двумя детьми, 8-летним Лукасом и 5-летней Эллой. Особняк наполнялся тишиной, игрушки пылились, столовый серебряный сервиз блестел без дела, а тарелки во время ужинов оставались нетронутыми. Дети категорически отказывались есть, и ни один профессиональный повар, нанятый отцом, не мог убедить их хотя бы попробовать блюдо. Дэниел отчаянно искал выход и в конце концов обратился к агентству нянь, откуда к ним приехала Эмили Брукс, молодая женщина с рекомендательными письмами из Британии и легким акцентом, оставлявшим приятное послевкусие в речи. Первым делом Эмили осмотрела кухню и сад. Утром следующего дня она вывела детей на задний двор, где посадила пару кустов клубники, объяснив, как они будут расти. Затем она принесла небольшую походную плитку, миску и венчик, достала простые продукты, муку, яйца, молоко и начала печь мини-панкейки прямо на свежем воздухе. Лукас и Элла наблюдали, как тесто превращается в румяные кружочки, а аромат ванили наполняет прохладное утро. Когда первый блин подрумянился, она дала детям деревянные палочки и маленькие кисти с растопленным шоколадом, предложив самим нарисовать на панкейках глаза и улыбки. Руки, испачканные шоколадом, и неожиданное чувство контроля над едой внезапно разрушили их сопротивление. Несколько минут спустя оба ребенка смеялись и с аппетитом ели то, что создали собственными руками. Из окна кабинета Дэниел наблюдал картину, которую не видел со дня похорон жены. Дети улыбались, ели и спорили, чей узор смешнее. Его поразила простая, но действенная идея Эмили превратить прием пищи в игру, где дети сами становились авторами своего завтрака. Он понял, что наконец-то нашел человека, который умеет говорить с Лукаком и Эллой на понятном только им языке заботы. С этого утра в особняке установилась новая традиция. Каждую субботу семья выходила в сад готовить блюда на открытом огне, а клубничные кусты постепенно укоренялись, как и сама Эмили в их жизни. Месяцы, наполненные совместными посадками, кулинарными экспериментами и бесконечными экскурсиями в библиотеку, растворили прежнюю отчужденность. Дети перестали вздрагивать при воспоминании о матери и начали делиться первыми школьными успехами у камина, заваривать какао и показывать Эмили свои рисунки. Общение между Дэниелом и няней тоже перешло из формальных заметок в тетради к долгим вечерним разговорам в зимнем саду. В конце весны Дэниел устроил семейный пикник под цветущими яблонями, где попросил Эмили стать частью их семьи навсегда. Через полгода в особняке отпраздновали небольшую, почти камерную свадьбу. Теперь, когда в доме пахнет свежей выпечкой, а по утрам во дворе щебечут птицы, Лукас и Элла без запинки называют Эмили мамой. На книжной полке стоят фото в рамке, двое улыбающихся детей, Дэниел, крепко обнимающий Эмили, и гроздья созревшей клубники на заднем плане, тихий символ того, как одна простая садовая грядка изменила жизнь всей семьи. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.